Всем большой привет, дорогие мои зрители! Если у вас дома есть немного овсяных хлопьев и одно яблоко, я предлагаю быстренько делать эту вкусняшку. Берем 60 граммов мягкого сливочного масла, добавляем щепотку соли, 10 граммов ванильного сахара, 60 граммов обычного сахара. Растираем масло с сахаром при помощи вилки. Добавляем одно яйцо. Добавляем 120 граммов овсяных хлопьев, можно любых, у меня мелкие. 60 граммов муки и половину чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем до однородного состояния. Для аромата в тесто можно добавить немного корицы или же цедру лимона. По вкусу выбирайте. Я сегодня хочу добавить цедру лимона, потому что она идеально сочетается с ванильным сахаром. Берем одно яблоко и нарезаем его на мелкие кубики. Перемешиваем до однородности. То есть не до однородности, а пока все яблоки вмешаются в тесто. Это удобно сделать руками, удобнее, чем вилкой. Также вы можете сюда добавить орешки любые или же сухофрукты, к примеру, изюм, клюква или вишня. Будет тоже очень вкусно и интересно. Берем 1 столовую ложку теста и мокрыми руками, чтобы тесто не липло, формируем печеньку. Ставим печенье выпекаться при температуре 180 градусов, духовка уже заранее прогрета до температуры этой, приблизительно на 15-20 минут, ориентируемся по своей духовке. В своей духовке я выпекала печенье где-то 20 минут, но вы же ориентируйтесь на свою духовку. Вот такое оно получилось румяное. Даем ему немного остыть, потому что оно очень нежное и мягкое, и потом можно снимать с пергамента. Печенье пахнет очень-очень вкусно. Наливаем себе молока или же делаем себе чай и наслаждаемся. Очень вкусное печенье, хрустящее снаружи, мягкое, нежное внутри. Оно не слишком сладкое, если вы хотите, чтобы оно было послаще, то уверенно добавляйте чуть больше сахара. А если вы хотите, чтобы оно было более полезным, то оставьте так, как есть. Очень ароматное, вкусное, слегка цедра лимона, яблочко, хрустит. Очень полезный, хороший рецепт. Я надеюсь, что вам понравилось. Всем пока, до новых вкусных рецептов.